Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами побываем в великолепном Версале. Дворцово-парковый комплекс Версаль – это памятник национального значения и бывшая королевская резиденция. Сегодня вы вместе со мной пройдетесь по Королевскому дворцу, узнаете много интересных фактов и даже тайн дворца. Я расскажу, сколько лет Людовик XIV возводил свое детище – Версальский дворец. И, конечно же, нужно вспомнить о нашумевшем фильме «Анжелика и король», который снимали здесь, в Версале. Первые упоминания о Версале появились в 1038 году. Но история Версальского дворца начинается с 1622 года, когда Людовик XIII купил здесь земли, чтобы построить охотничий домик. А его сын Людовик XIV так полюбил это место, что решил возвести пышный дворец. Для реализации своей идеи Людовик XIV, или как его называли еще король солнца, приглашает архитектора Луи Лево и специалиста по паркам и садам Андре Ленотра. Дворцово-парковый комплекс начинают строить в 1661 году, и строительство продолжается в течение 40 лет. А пока вы рассматриваете изумительные интерьеры Версальского дворца, я расскажу вам о Людовике XIV и историческом времени его правления, а оно составляло ни мало ни много целых 72 года. Людовик был долгожданным ребенком Анны Австрийской. Она родила его в 37 лет. Свое прозвище «Король Солнца» получил еще в 5 лет, когда увидел в луже отражение солнца и закричал «Я солнце! Я солнце!». Ему же принадлежит и всем известная фраза «Государство – это я». Король больше всего любил роскошь, женщин и искусство, но несмотря на противоречивые оценки его правления, в это время возросла военная мощь государства, повысился политический престиж Франции на мировой арене, произошел расцвет культуры и искусства. И, конечно же, визитной карточкой короля стал Версальский дворец, красота и роскошь которого была просто восхитительна. Многие правители завидовали Версальскому дворцу и пытались построить у себя что-то подобное. Но была у всего этого и обратная сторона медали. Ведя роскошную жизнь, бесконечные балы, постоянное строительство, король находился в поисках финансов, что очень часто толкало его на необдуманные поступки. Он втягивался в военные конфликты, хотел захватить новые территории и колонии, разрешил торговлю государственными должностями, тратил огромные суммы на своих фавориток, и в конце концов казна опустела. Но больше всего король отличился тем, что, имея нелюбимую жену Марию Терезию, он имел большое количество фавориток и внебрачных детей. У короля Солнца было 14 официальных фавориток, и каждая из них рожала детей. Однако, несмотря на такой греховный, казалось бы, образ жизни, Людовик XIV каждый день приходил в часовню, которая находилась в Версале, вместе со своей женой, детьми, всеми фаворитками
и их детьми, и они все вместе молились Богу. Современники говорят, что это было довольно забавное зрелище. И все же нашлась такая женщина, которая сумела навести в Версале порядок и положительно повлиять на короля. Это вторая и тайная жена Людовика XIV, Франсуаза d'Авинье, мадам де Монтенон. Сначала Франсуаза была гувернанткой у одной из фавориток короля, но живой ум, интеллект, благочестивость и искренность пленили короля, и он влюбился. Именно с ней король стал задумываться о душе и Боге, читать Библию. Иногда у нее спрашивал мудрого совета и ждал утешения. А после смерти законной жены тайно обвенчался и любил ее до конца жизни, а это более 30 лет. Просто удивительная история, почти сказочная. Но все же нужно вспомнить еще об одной фаворитке короля, Анжелике де Фонтанж. Многие утверждают, что именно она стала прообразом героини романов об Анжелике. И хотя реальная Анжелика, обладая божественной красотой, умерла в юном возрасте, говорят, ее отравила другая фаворитка короля, все же киногероиня Анжелика, которую сыграла Мишель Мерсье, покорила весь мир. Авторы книги Ан и Серж Галлон, настоящие имена которых Симона Шанжо и Всеволод Голубинов, имели также необычную судьбу. Симона была журналистом, а Всеволод – научным работником. Они снимали жилье недалеко от Версальского дворца, поэтому Симона имела возможность посещать библиотеку и архив дворца. Жизнь авторов была полна приключений, поэтому в книге отображаются не только исторические факты, но и жизнь самих авторов. А сейчас мы с вами подошли к самому основному. Я расскажу, какие залы можно посмотреть в Версале. По ходу моего видеорассказа вы уже посмотрели апартаменты короля, спальню короля и королевы, салон Геракла и Меркурия. Комнату Аполлона Людовик выбрал в качестве тронного зала. А сейчас мы с вами приближаемся к самому популярному месту Версальского дворца – зеркальному залу. Зеркальная галерея довольно внушительных размеров. Ее длина составляет 73 метра, ширина 10,5 и высота 12 метров. У этого зала большая история, включая провозглашение Германской империи в 1871 году и подписание Версальского мирного договора в конце Первой мировой войны. В художественном отношении зеркальная галерея представляет собой один из ярких примеров стиля Людовика XIV, соединения классицизма и барокко. Росписи сводов, лепной декор и идея оформления стен зеркалами принадлежит первому живописцу короля Шарлю Лебрену. На потолке вы видите композиции, которые отображают политические, экономические и военные победы Людовика XIV в первые 18 лет правления. И само собой разумеется, при короле в зеркальной галерее устраивались пышные балы, поражающие роскошью и блеском.
как это было, мы можем себе только представить. А сейчас мы с вами находимся в зале мира. Над камином вы видите картину с изображением Людовика XV, который преподносит оливковую ветвь, символизирующую мир в Европе. Супруга Людовика XV, Мария Лещинская, часто устраивала здесь концерты светской и духовной музыки. Нужно добавить, что в Версальском дворце 2300 залов общей площадью 63 154 метра квадратных. Ежегодно дворец посещает 10 миллионов туристов, поэтому здесь всегда много людей и большие очереди. И далее мы с вами перемещаемся в галерею великих сражений, так называемый зал Марса. Эта галерея похожа на открытую книгу французской истории. Здесь выставлены 33 огромные картины, изображающие победы с 496 по 1809 год. Под каждой картиной есть описание битвы. За всю историю существования дворца в его стенах проживали 3 монарха – Людовик XIV, Людовик XV и Людовик XVI. И каждый из них внес свою лепту в то, чтобы дворец стал лучше, интересней и привлекательней. Так, например, комната, которая сейчас называется залом 1792 года, при Людовике XV являлась залом для приема купцов, а уже в эпоху Людовика XVI эта комната превратилась в зал швейцарского полка. И на стенах мы видим полотна, которые отображают военные походы 1792 года. В сегодняшней нашей экскурсии мы с вами посетили основные комнаты Версальского дворца. Я восхищалась увиденным. Меня приводила в восторг красота и великолепие дворца. Спускаясь по лестнице и держась за перила, я думала о том, что этими ступенями когда-то ходили короли и придворные. И точно так же, как и я, держались за перила те, благодаря кому вершилась история Франции. И в заключение моей экскурсии я хочу добавить немного информации о Версальском парке. Парк раскинулся на 800 гектарах земли. Инженеры того времени очень хорошо потрудились. Они придумали такую гидравлическую систему, которая завела воду туда, где ее никогда не было. И это было поистине настоящее чудо. Они придумали подземную систему труб длиной 46 километров, которая обеспечивает фонтаны во всем Версальском парке. Конечно же, Версальский парк очень огромный, и ходить по парку занятие не из легких, особенно для тех, у кого быстро устают ноги. Поэтому вы можете на территории Версальского дворца арендовать электромобиль или велосипед, что облегчит вашу задачу. А еще в глубине аллей вы можете обнаружить 2 небольших дворца – Большой Трианон и Малый Трианон, а также деревню Марии Антуанетты. Но это уже совсем другая история. Я буду заканчивать свою экскурсию и хочу вас попросить не забывать ставить лайки, писать комментарии под видео. Напишите, какие у вас были впечатления от просмотренного, понравился ли вам мой видеорассказ. И как всегда, с вами была Светлана. До новых встреч на моем канале.